Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, даже разных континентов. Спасибо за ваши комментарии, за ваши отзывы, за ваши пожелания. Я сегодня к вам вот с такими ниточками, с ними мы уже работали. Кто давно на канале знает, что у меня есть узорчики, да, с такими ниточками. И сегодня я вам покажу новый узорчик. Самое главное, хочу вам напомнить, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть, не только такую, которую показываю я, потому что узорчики универсальные, вяжите из любой, из летней, из демисезонной, из зимней, пробуйте. Один и тот же узорчик по-разному выглядит из разных ниточек. Самое главное, правильно подобрать крючок. Итак, расскажу сегодня о ниточках, с которыми буду работать. Называются они Визель Rainbow Angora. Смотрите, цвет 03. Идем дальше. В моточке в 100 граммах 550 метров. Ну, понятно, здесь уже равно в 2 раза меньше. И по составу это 15% мохер, 10% это альпака, 15% мериносовая шерсть и 60% акрил. И нам советуют производители, смотрите, говорят, берите крючок или спицы, да, от 5 до 6. Но я вязала данную пряжу крючком номер 3. Меня, в принципе, все устраивает, согласно моим узорчикам и моей плотности вязания. Вы точно так же берете, получается, свою пряжу, читаете аннотацию, к ней рекомендации от производителя по поводу размера крючка и подбирайте под свою плотность вязания, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 8 петелек. Я наберу 4 раппорта, это 32 воздушные петельки. Дополнительно я хочу набрать столбики по бокам в качестве кромочных. Да, у меня будет с одной стороны 3 и с другой стороны 3. Получается, я наберу еще дополнительно 5 воздушных петелек. Итого у меня будет 37 воздушных петелек. Вы набираете, сколько вам будет удобно. Итак, все как всегда. Вначале у нас идет петелька фиксации. И при наборе петелек мы эту петельку не считаем. Теперь я набираю 37 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37. Вот это будет мой будущий образец. Далее, как в многих узорчиках, мы сделаем вспомогательный ряд, потому что надо будет пропускать много воздушных петелек. И чтобы новички не запутались, да, мы сделаем вспомогательный ряд. Нынче у нас он будет, смотрите, какой. Одна воздушная петелька. Так, теперь отсчитываем от крючка вторую петельку. 1, 2, накид. Вот в эту вторую петельку, которую мы отсчитали, нырнули, вытянули ниточку. У нас 3 петельки на крючке, и мы все 3 петельки провязываем вместе. Оп, полустолбик с накидом. Накид. Следующую петельку цепочки по порядку нырнули, вытянули ниточку и все 3 петельки провязали вместе. Оп. Накид. В следующую петельку точно так же нырнули, вытянули ниточку, все 3 петельки вместе. И вот так вот шагаете до конца ряда. Аккуратно, со своей скоростью, сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков, да, вот таких вот у вас должно получиться ровно столько, сколько вы набирали петелек в цепочке. То есть, если у меня было 37 воздушных петелек, у меня получится 37 полустолбиков с накидом. Не сложно? Не сложно. Вот. И в столбиках мы уже точно не запутаемся, да, когда будем провязывать наш узорчик. Вот такая вот красота начинает появляться. Давайте до конца ряда самостоятельно, а в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, не сложно же, у вас получится. Так, смотрите, какие у нас получаются вот такие вот полустолбики интересные. Все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем к узорчику. Для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Далее накид. Вот во второй столбик. Вот это первый, да? Вот второй столбик. Нырнули, провязали столбик с накидом. И в третий столбик нырнули и провязали столбик с накидом. И у меня по итогу получается 3 столбика с накидом. Первые 3 петельки это имитация столбика. 1, 2, 3. Вот так вот 3 столбиками я буду начинать каждый ряд и заканчивать каждый ряд. Вы можете данные кромочные столбики делать, можете не делать, можете делать их больше на ваше усмотрение. Идем дальше. Накид. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И в четвертый столбик вот так вот нырнули, подтянули ниточку. Так,
до высоты, получается, наших столбиков. И только вот сверху, с самого верху, провязали 2 петельки, 2 петельки. Поняли? У нас как бы получается такой вот вытянутая петелька. Накид сюда же, в этот же столбик ныряем, провязываем точно так же. Из вытянутой петельки столбик с накидом 2. Накид сюда же, опять вытянули петельку, провязали сверху 3. Сюда же вытянули 4. Сюда же 5. Сюда же 6. Сюда же 7. 8. И последний столбик 9. То есть мы провязали вот такой вот веерочек. Видите, какой интересный получается из вытянутых таких петелек в количестве 9 штук. Да? 9 столбиков с накидом. Идем дальше. Накид. 3 столбика пропускаем. 1, 2, 3. С 4 нырнули и провязали точно так же с вытянутой петельки, получается, чтобы мы выровняли высоту, да, нашего ряда. 1 столбик с накидом. Идем дальше. Накид. Опять пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И точно так же в 4 столбик начинаем провязывать из вытянутой петельки 9 столбиков с накидом. Понятно? То есть ничего сложного. Мы с вами будем чередовать веерочек, столбик, веерочек, столбик. То есть, в принципе, ничего сложного, вы справитесь самостоятельно. Не забывайте, что в веерочке должно быть 9 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4. Сюда же 5. Сюда же 6. Сюда же 7. Сюда же 8. И сюда же 9. Поняли, да? Вот, мы чередуем, получается. Столбик, веерочек, столбик, веерочек. Дальше через 3 столбика, 1, 2, 3. В 4 точно так же провязываем 1 столбик с накидом. Понятно? Вот, это у нас будет такой ряд. Все, давайте самостоятельно до конца ряда, а в конце ряда встретимся. Договорились? Несложно, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши веерочки, наши столбики. И как мы заканчиваем ряд? Точно так же, как и начинали, да? То есть, если у меня здесь 3 кромочных столбика, и в конце ряда тоже будут 3 кромочных столбика. Итак, 3 столбика пропускаю. 1, 2, 3. И вот у меня остается 2 столбика и петелька подъема. Итак, первый столбик провязываю столбиком с накидом. Второй столбик провязываю столбиком с накидом. И там, где у меня была одна петелька подъема, да, в предыдущем ряду, тоже провязываю столбик с накидом. Напоминаю, что вы кромочные вот эти столбики можете делать больше, 5, 7, 10, в зависимости от вашего изделия. Можете не делать, то есть вы закончите просто вот одним столбиком. Понятно? Вот, идем дальше. Воздушная петелька, поворот. Сюда же в верхушку этого столбика нырнули, провязали столбик без накида. Верхушку следующего столбика нырнули, столбик без накида. И верхушку третьего столбика, столбики без накида. Видите? Вот, 3 столбика без накида. А дальше смотрите, вот наши идут 9 столбиков с накидом. И каждый, получается, столбик, смотрите, как провязываем. Захватываем столбик вот таким вот образом, сзади наперед. Столбик у нас перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки вместе. Рельефный лицевой столбик без накида. И так мы будем провязывать каждый столбик нашего веерочка. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. То есть у нас 9 рельефных лицевых столбиков без накида. Видите? Вот так вот они выглядят, когда провязаны лицевыми. Когда мы сейчас перевернем, да, мы увидим, как выглядят рельефные изнаночные столбики без накида. Видите? Они вот такой интересный объемчик придают. Необычно, да? Вот. И мы будем провязывать веерочки именно рельефными лицевыми столбиками без накида. Дальше у нас идет один столбик. Беремся за верхушку и провязываем обычный столбик без накида. Понятно? То есть вот этот обычный столбик обычным столбиком. А те веерочки, там у нас будут рельефные лицевые столбики без накида. Еще раз. 1, захватываем. 2, провязываем. То есть весь ряд это столбики без накида. Единственное, что
Они рельефные веерочки и обычные там, где у нас одинешенько стоят столбики. Все. То есть ряд несложный. Тут просто самое главное аккуратненько вот эти вот наши петельки вытянутые, да, захватывать и все. И, естественно, считать. Вот. И последний столбик рельефный. Там, где один стоит столбик, мы провязываем его обычным столбиком. Понятно? Все. Давайте до конца ряда и в конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте. Так, вот мы, смотрите, провязали, получается, наши веерочки рельефными столбиками без накида, а обычные столбики обычными столбиками без накида. И как мы заканчиваем ряд? Вот у меня 3 кромочных столбика, я их буду провязывать столбиками обычными без накида. То есть сколько у вас здесь столбиков, столько вы провязываете столбиков без накида. Ничего сложного, да? Все, ряд закончен. Далее опять 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. Имитация столбика с накидом. Накид. И вот мои столбики без накида я провязываю столбиками с накидом, как в первом ряду узорчика. Вот первый ряд. 1, 2. И вместе с 3 петельками вот мои 3 столбика кромочных. Дальше смотрите внимательно. Делаем накид. Вот наш получается веерочек. Мы смотрим вот на, так скажем, ну, ряд к вам ближе, ряд к вам дальше. Вот тот, который ряд подальше от вас. Отсчитываем 5-й, получается, столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Это будет центр нашего веерочка, да, то есть из 9 столбиков получается центральный 5-й. Нырнули в этот столбик, вытянули ниточку, подтянули опять, как в первом ряду, и только сверху провязываем 2 петельки, 2 петельки. Столбик с накидом 1, накид. Сюда же опять ныряем, вытягиваем ниточку, столбик с накидом 2. Сюда же подтянули столбик с накидом 3. Сюда же подтянули столбик с накидом 4. Столбик с накидом 5. Столбик с накидом 6. 7. 8 и 9. Вот у нас получился точно такой же веерочек, как вот в первом ряду мы провязывали веерочек. И далее, смотрите, накид. Вот наш столбик с накидом, над ним столбик без накида, да, несложно. Вот ныряем в него и провязываем обычный столбик с накидом. То есть наша с вами задача точь-в-точь повторить самый первый ряд. То есть такие же столбики кромочные, такие же веерочки, такие же столбики обычные. Дальше точно так же отсчитываете 5-й столбик, центральный столбик. И вот в центральный столбик будете провязывать точно такой же веерочек. Угу. Все, обычный столбик, веерочек, обычный столбик, веерочек и до конца вашего образца. Не сложно? Я думаю, что не сложно. Просто повторяйте самый первый ряд. Все, давайте. Встречаемся в конце ряда. Так, смотрите, вот мои веерочки готовы. Даже я уже провязала и свои кромочные столбики, да? У вас такая же красота получается. Итак, что мы делаем дальше? Повторяем тот же самый второй наш ряд. Воздушная петелька, поворот. И в обычные столбики мы провязываем тоже обычные столбики без накида. 1 столбик без накида, за верхушку, да, беремся. 2 столбик без накида и 3 столбик без накида. Там, где у нас веерочки, там у нас рельефные лицевые столбики без накида. Захватываем столбик. Так что таким образом, что столбик перед крючком. Вытянули ниточку и провязываем 2 петельки вместе. 1. Точно так же аккуратненько захватываем столбик. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 и 9. 9 рельефных лицевых столбиков без накида. Там, где обычный столбик, мы провязываем обычный столбик без накида и так далее. Поняли, да? Несложно. Повторяем второй ряд. Вы его уже вязали, у вас получится. Давайте до конца ряда и в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот я провязала столбики без накида, там, где веерочки рельефные, да, там, где обычные столбики, обычные столбики. Ну и закончила опять же 3 моих столбика без накида. Далее вы, надеюсь, уже поняли, да, принцип узорчика. Точно так же у меня будет стоять 3 столбика с накидом, потом веерочек,
обычный столбик, веерочек, обычный столбик и так далее. А обратно буду возвращаться. Там, где веерочек, это рельефные столбики без накида, там, где обычный столбик без накида. Всего лишь только 2 ряда узорчик. Красота, красота. И получается объем. Я буду провязывать еще несколько рядочков. Хочу понаблюдать, как у меня будет меняться ниточка. Надеюсь, она у меня поменяется. Так, вы точно так же можете провязать еще несколько рядочков, чтобы увидеть, как будет в общем выглядеть узорчик. Хотя уже видно, что классный, да? Интересный, объемный и так далее. И выберите, какая сторона вам больше всего понравится. Либо там, где изнаночные будут столбики, либо там, где лицевые будут рельефные столбики. Все, давайте провяжем несколько рядочков. Встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот так выглядит у меня одна сторона. Если она вам нравится, вы оставляете лицевой. Видите, такие вот объемные получаются веерочки. Либо же вы можете перевернуть, да, вот образец переворачиваем. Вот такая сторона, там, где получается у нас рельефные столбики и изнаночные, придают вот такой вот объемчик, узорчику. Выбирайте сторону, смотрите. Можете, конечно, связать изделие двустороннее. Один день так носите, один день так носите, да, это могут быть что? Это могут быть из летних ниточек топики, маечки, это могут быть из демисезонных ниточек шарфики, почему бы нет, кофточки, кардиганчики, такой вот вертикально получается будет, да, узорчик вытягивает силуэт. Но опять же, зимние ниточки точно так же, пусть это будут жилеточки, ну что немножко дырчатый, да, вот, снудики очень интересные будут. И не забывайте, узорчик можно поворачивать. То есть у вас могут веерочки вот так вот в бок смотреть, да, они могут смотреть у вас вниз. Да, представьте такой кардиганчик, либо жилеточку, когда смотрят веерочки вниз. Ну, либо опять же в другую сторону, да. И опять же крутите, вертите образец, как вам больше всего понравится, так и вяжите. Смотрите, у меня получается ниточка шла светленькая, потом потемнее зелененькая. Ну и в дальнейшем, видите, она будет переходить в такой зеленый, потом еще темнее, а потом обратно. Будет светлеть аж до белого цвета. Ну, оставим, так скажем, данную цветовую палитру на следующие узорчики. Вот такая вот красота. В моем случае вот так вот тянется узорчик из данной ниточки. Вот так вот тянется. Вы берете, напоминаю, любую ниточку. Неважно, будет она у вас секционного окрашивания, либо меланжевая. Может быть, у вас будут веерочки разного цвета, да, из остаточков пряжи. Почему бы и нет. Не забывайте, что могут быть интересные сумочки из полипропиленового шнура, например. А из полиэфирного будут интересные коврики с массажным вот таким эффектом. То есть пробуйте, экспериментируйте на разных видах пряжи. И опять же, еще какой момент, вы можете сделать вот такие вот веерочки более длинными, да, естественно, здесь будут, получается, у вас столбики, например, с 2 накидами. Экспериментируйте, пробуйте. Угу. Давайте замерим красоту. Итак, я, получается, сегодня набирала 37 воздушных петелек, ну, допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания, да, сколько у меня получилось. У меня получилось 16,5 сантиметров. Не забывайте, да, что кромочные вот эти вот столбики вы можете не делать, либо можете делать еще больше. И получается у нас каждый веерочек это 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10. И первый наборный 11. Так, сколько это будет? Ну, смотрите, практически 9 сантиметров. Получается 8,5. Вот такая красота. Да, он не будет у вас быстро расти, да, но с другой стороны он очень эффектный. Скажите. Если вы уже что-то вязали данным узорчиком, пишите в комментариях. Будет интересно почитать, что вязали, какими ниточками, понравился ли вам узорчик. Ну, а если не вязали, то подбрасывайте идейки. Да? На канале много новичков. Помогите им подобрать узорчик для того или иного изделия. Угу. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. И обязательно подписывайтесь на канал. Много зрителей, которые смотрят видео, на канал не подписываются. Подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты, смотрите свободное, удобное для вас время, вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и встретимся в новых видео. Пока-пока.